Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами находимся в поселочке Утес. Я уже его неоднократно показывал, и вы мне всегда писали: Александр, покажи нам, у нас тут шторм на море, Александр, покажи нам дворец княгини Гагариной. Сегодня я попытаюсь его отыскать, показать его вам. Но местные сказали, что там территория закрытая. Если нам не удастся туда попасть, я запущу туда квадрокоптер, друзья. Поэтому, надеюсь, будет интересно. Тем более, сегодня штормит море. Вы знаете, как я люблю штормящее у нас море. Но шторм небольшой, море немножко волнует. Так, я хочу прям максимально спуститься. Но у нас волны, друзья, большие сейчас будут. Намочиться, конечно, бы не очень хотелось. На первой секунде. Друзья, камни скользкие, не становитесь на них. Ладно, не будем сюда спускаться. Я уже чуть не упал. Они как лед. Мокрые и скользкие. Но стихия моря не может не радовать, потому что я обожаю море. Я обожаю волны. Вот такая сегодня погодка, конечно, у нас. Можно сказать, что зимняя, потому что кажется, что вот-вот и пойдет снег, друзья. Темно, солнца нет, но это нас не остановит. Пройдемся с вами, погуляемся по этому поселочку. Дойдем до дворца этой княгини Гагариной. Надеюсь, у нас все получится. Ну что, погнали смотреть. Конечно, на штормящее море я могу смотреть вечно. Посмотрите на это буйство стихии. Но это не самый большой шторм в этих краях, но на волны посмотреть можно. И вот он сам, этот поселочек Утес, друзья. Это эллинги. Когда-то это были просто гаражи для катеров. Но потом они переросли в 5-этажные, 6-этажные, 4-этажные гостиницы. И сейчас эта построечка выглядит вот так. Многие писали: Александр, где здесь канализация? Друзья, здесь есть канализация. За этими домами сзади находятся очистные сооружения. Поэтому здесь все фильтруется через биофильтры. И потом, скорее всего, также трубой где-то на 200-300 метров выпускается в море, как и в другом крымском городе. Поэтому не переживайте, канализация по пляжу здесь не течет, как в других городках, которые нам уже известны, крымские. Но, друзья, конечно, побывав здесь впервые, вы почувствуете какое-то другое ощущение, как будто вы находитесь совсем не в Крыму. Я сравниваю это место с Италией. В интернете тоже многие сравнивают его с Италией. Там тоже есть такие фото. Загуглите в интернете «Италия фото». Вы в Яндексе увидите, что есть такие же поселочки там или районы. Они тоже застроены вот такими гостиницами разноцветными. Но сходство действительно присутствует. Я сейчас, возможно, поставлю фотографию, если я этого не забуду. Сбоку у вас появится фотография из Италии. Вот так она выглядит, друзья. Если посмотреть с высоты птичьего полета на эти эллинги, то они чем-то даже схожи. Смотрите, некоторые объекты продаются, сдаются. Летом тут, конечно, все, я думаю, забито, потому что место хорошее. Но касательно пляжа, я не знаю, где здесь купаются местные, потому что здесь все залито бетоном. Возможно, идут куда-то на ту сторону, либо в другую сторону. Там у нас должна быть крупная галька на пляже. Давайте еще спустимся к морю. Конечно, находиться здесь близко небезопасно, потому что может накрыть волной. Волны здесь бывают сильно так бьют в эту сторону. Но ничего. Ой, друзья, идет большая волна. Убегаем от нее. Люблю шторм, конечно, я. Но там вон вдалеке волны побольше. Пойдемте в ту сторону. Вот как выглядят эти эллинги. Видите, здесь все раскрашено в такой цвет, разноцветные они. И с квадрокоптера получаются замечательные кадры. Но вообще ощущение, как будто ты находишься не в Крыму. Вот такая здесь застройка на берегу Черного моря. Многие говорят, что это застроено. Посмотрите на ту же Ялту, там где Массандровский пляж. Там сверху точно такая же застройка, друзья, прямо перед морем. И никто не возмущается почему-то, как здесь. Ну, в общем, мне это место лично нравится. Я здесь ощущаю себя очень интересно. Ух ты, смотрите, какие там волны. Сейчас пойдем ловить самую большую волну по традиции. Ой, под нами пустота, друзья. Слышите? Волны туда же заливаются. Мне интересно, как здесь катера заводились в эти эллинги. Потому что здесь вот какие-то проходы есть. Уходим. Вот такое море. Так, а что здесь находится в этих проходиках? А здесь, друзья, ничего не находится. Вот такая пустая комната с вырванной дверью. Скорее всего, после шторма. Ну и слышно, что море аж под эти эллинги уже подмыло.
Так, ладно, движемся только дальше. Воу, воу, друзья, вот это красивая волна была. Но если бы мы там находились, мы бы промокли уже с вами. Сейчас вон туда на лесенку попытаюсь встать, чтобы подснять такие большие... Друзья, чуть не намокли с вами. Вовремя лестница нам попалась, блин. Было, честно говоря, страшно от этого звука. Надеюсь, на камеру тоже было слышно. Ладно, давайте в самое экстремальное место отправляться. Это вон туда. Вот в этом месте уже самые большие такие волны. Так, куда будем скрываться с вами, если вдруг будет очень большая волна? Я не представляю. Воу, но это красиво, я могу вам сказать. Это очень красиво. Так, идет большая волна. Давайте прятаться с вами. Воу, друзья, красота. Ну, я бы не сказал, что на море шторм, просто накат волн идет. Из-за того, что здесь бетон, получаются вот такие большие волны. Так, если что, нам куда-то нужно будет бежать. Идет большая волна. Друзья, мы тут спрятались в этой комнатке. Вы, конечно, сами видели, какая волна была. Дошла аж до моих ног. Здесь на камнях стою. Ноги сухие, слава богу, еще. Так, давайте, пока вода отошла немножко, пройдемся еще вперед до этой лестницы. Но судя по тому, что лестница вся мокрая, волны до нее достают. Давайте дождемся максимально большой. Или давайте пройдемся прям в этом месте, где бьют волны. Ой, друзья, идет большая волна. Большая. Убегаем с вами. Так, постараюсь сейчас я заснять. Сделаю на широкий объектив, вот так. Ждем. Воу. Ну, это небольшая была. Мы с вами всегда найдем какие-то приключения на свою голову. Давайте-ка подойдем прям максимально близко к морю, чтобы полюбоваться Черным морем. Какое оно прекрасное, друзья. Уже скоро вы все приедете на отдых. Очень вас всех жду. Воу, смотрите, какая красота. Ну, здесь скользко, мы не сможем убежать, это 100%. Нет какой волны. Но красиво очень наблюдать за таким морем бушующим. Так, идет огромная волна. Я думаю, что нам нужно убегать отсюда. Ой-ой-ой. Почти намокли. Красота. Сейчас у всех идет подготовка к курортному сезону. Все готовятся, делают ремонты в номерах. Летом здесь выставляют, друзья, горшочки с цветами, с растениями на набережную. И здесь действительно становится очень-очень красиво. Пока зима, вот такой, зима, говорю, весна уже, у нас же весна. Но ощущение, как будто зима, холодно. И, как видите, город пустой. Людей здесь вы точно не встретите в такое время. Тем более уже 4 часа у нас дня. Люди почему-то не любят гулять по набережной. Но, скорее всего, это связано с холодной погодкой. Один я вот так люблю выйти, прогуляться, побродить, как будто идем по какому-то заброшенному городу. Такая атмосфера непередаваемая. Обязательно нужно приезжать в Крым в межсезонье. Тогда вы почувствуете, что есть другой Крым, не курортный. И я уверен, что он вам понравится. Вот здесь какие-то стоят эллинги еще недостроенные. Скорее всего, они уже и не достроятся, друзья. Поэтому вот такой пробел здесь в этих гостиницах есть. Но, как видим, внизу уже что-то, скорее всего, какие-то сувенирные лавки работают. Давайте идти дальше в сторону этой дворца княгини Ольги. Дворца княгини Гагариной. Надеюсь, мы его отыщем. Надеюсь, нас туда пустят. Я сейчас планирую вообще еще запустить квадрокоптер. Полетать на квадрокоптере и посмотреть на вид на эти эллинги с высоты птичьего полета. Конечно, в такую погодку страшновато немного запускать квадрокоптер. Вот, друзья, здесь уже, кстати, пляжик более-менее нормальный, но крупные камни в море. Нужно еще дальше пройти. Я помню, что дальше был пляж более-менее хороший. Вот, смотрите. Вот так все это выглядит.
Необычно, я вам скажу, прям очень-очень необычно. Так, движемся на пляже. Где здесь проход? Люди в комментариях писали: Александр, иди вправо, и ты дойдешь до этого дома Гагариной. Но что-то, мне кажется, ребятки, я не дойду туда. Постараюсь, конечно же. Здесь прям вообще какая-то будочка из дерева непонятная. А здесь уже такая более-менее шикарная, в виде корабля из дерева сделана. Продам. Видите, тут много продается, кстати. Вот продается, вон следующая тоже продается. Поэтому можно купить себе апартаменты прямо у моря. Звоните по номерам телефона. Тут цена, конечно, наверное, будет очень много миллионов за вот такую одну комнатушку. Но не знаю, если вдруг кто узнает цену, напишите, пожалуйста, в комментариях, что здесь почем. Но жить возле моря, я вам скажу, круто. Просыпаться под шум прибоя — это просто фантастика. Я живу, конечно, далековато от моря, 4 километра в Судаке, поэтому под шум моря я не просыпаюсь, к сожалению. Вот такая, друзья. Утес. Магазины, ничего сейчас не работает. Видим, здесь стоят клубы, но цветов в них нету. Видно новое капельное орошение. Трубки все новенькие. Возможно, будут высаживать какие-то цветы ближе к сезону, чтобы они радовали отдыхающих. Вот, смотрите, здесь уже пляж хороший у нас. Здесь идет такая мелкая галька. Вроде бы чистенькое даже море. И купаться здесь уже можно, я думаю. Но если дальше пройдете, там еще получше пляжик будет. Поэтому все идите в ту сторону, вправо, если смотрите лицом на набережную. Идите вправо, там будет хороший пляж для купания. Так, я вижу одного человека, ура! Здесь есть люди, мы не одни. Город не вымер. Вот так все это выглядит. Конечно, я бы хотел заселиться где-нибудь, пожить здесь на этажике 5, чтобы проснуться на рассвете и посмотреть в окошко на море. Было бы, конечно, шикарно, согласитесь. Ну и давайте сейчас спустимся на этот пляжик, покажу вам пляж поближе. Вот этот прям хороший пляж. Наверное, здесь самый лучший, считается элитным, потому что здесь много вот такой гальки, он широкий. Я думаю, что его еще к лету будет разравнивать, потому что штормом здесь вынесло много гальки, которую можно разровнять, еще увеличить немного пляжа. Смотрите. Но я предпочитаю песчаные пляжи. Вот так, давайте поднимемся на ту скалу и с нее уже запустим квадрокоптер. Полетаем над утесом. Друзья, что вы думаете касательно этого местечка в Крыму? Как вам нравится, либо не нравится? Хотелось бы услышать ваши отзывы. А еще лучше, если бы вы здесь отдыхали и написали такой развернутый отзыв, чтобы люди тоже прочитали и поняли, что это за место. Поэтому ждем ваших отзывов под этим видеороликом в комментариях. Вот такая скала, к ней проложили мостик. Я думаю, что летом с нее по-любому прыгают в воду. И дети, и взрослые, наверное. Но давайте и мы зайдем. Прыгать в воду не будем сегодня, по крайней мере. А летом, думаю, по-любому это реализуем. Так, сейчас вам покажу вид отсюда, с самой высшей точки этой скалы. Там, да-да. Вот, там еще в море тоже скалы стоят. Очень интересно смотрятся. Ой, друзья, здесь у нас ветерок, нет. Вот такое место. Такие эллинги, которые превратились в гостиницу. Здесь несколько рядов. Блин, ну ветер, не знаю, квадрокоптер взлетит или нет. Вот, смотрите. Такой ряд просто гостиниц на берегу Черного моря.
Из негативных моментов при спуске, если вы идете пешком в сам утес на набережную, то по обочинам, друзья, посмотрите, лежат просто кучи мусора. Почему люди сюда выбрасывают, непонятно. Вот там набережная впереди, а здесь такой срач, мягко говоря. Бутылки, баклажки, маски медицинские. В общем, чего здесь только нет, посмотрите. И это на протяжении вот этой всей обочины. Такая печальная картина. Ну, честно говоря, это просто свиньи, те люди, которые выбрасывают вот здесь мусор. Как вообще можно выбросить мусор в Крыму, не в урну, либо не в мусорный контейнер? Сам поселочек Набережная его чистая. Там стоят и урны, и мусорные контейнеры. Но почему-то вот здесь, прям на обочинах, горы мусора. С чем это связано, я прям даже не могу представить себе. Ну, это, ребятки, просто трэш, посмотрите. Такого, я считаю, в курортном поселке быть не должно. Чтобы вот такой мусор просто так валялся. Люди сюда сбрасывают свои мусорные пакеты. У меня в голове это не укладывается, как можно сбрасывать пакеты не в мусорные контейнеры. Люди, которые это делали, что с вами не так? Просто посмотрите. Это же все ветром сейчас разносит по вашему поселку. К вам приезжают люди отдыхающие, они все это видят. Конечно, друзья, ситуация здесь ужасна. Что я могу сказать? Смотрите, ветром все это раздуло. Уже на деревьях пакеты висят. Конечно, печально. Вон там уже дворец княгини Гагариной. Ну, не знаю, пустят нас туда сегодня или нет. Мы уже не успеваем по времени. Уже 5 часов вечера. Но постараемся к нему договориться. На крайняк постараемся запустить квадрокоптер туда. Но вот это, конечно, такого быть не должно. Что скажете по этому поводу? Жду комментариев от местных жителей, откуда здесь появился этот мусор, кто его здесь выбрасывает и почему вообще это допустили здесь такую ситуацию. Потому что, ну, здесь я такого нигде не видел, чтобы столько мусора сбрасывали в курортном поселке. Это, конечно, ребят, жесть. Смотрите, если на машине едешь, то мусор не замечаешь, но если идешь пешком, то это просто какая-то жесть. У меня других слов просто нет, чтобы все это выразить. Люди уже здесь организовали несанкционированную свалку, высыпают сюда мусор, его ветром разносит просто на десятки метров. Конечно же, после дождей все это стекает прямиком в море, выбрасывают прям с мусорными пакетами. Фу, запыхался, пока поднимался. Смотрите, просто мусорные пакеты выбросили сюда. С какой головы их выбросили, непонятно. Поэтому я считаю, что власти, либо местным жителям нужно организовать субботник, прибраться здесь, потому что территория вокруг утеса, я вам скажу, честно, мягко скажу, грязная. Куча разного мусора валяется. И вот уже сама набережная, сам утес. А здесь, конечно, печально все. Замок княгини Гагариной находится на территории санатория Утес, поэтому туда так проблематично попасть. Сейчас пройдем на проходную, посмотрим, удастся ли нам посетить или нет. Друзья, точно не могу вам сказать, но попытка не пытка, как говорится. Пойдемте. Друзья, на удивление мы попали в последние часы для посещений. И сейчас я вам покажу этот дворец Гагариной. Вход сюда, правда, стоит недешево, 300 рублей, просто чтобы посмотреть на ее дворец. Но ничего, ради этого мы сюда с вами приехали. Я подозреваю, что вот это и есть тот самый замок княгини Гагариной. Посмотрите, как он выглядит. Конечно, у него необычная архитектура. Он очень красивый, но красивее он будет весной, когда вот это растение, которое на стенах, станет зеленым. Но пока мы можем понаблюдать за его архитектурой. Вот такое, друзья, очень необычно. Вы просили, и вот он, я сегодня здесь, показываю его вам. Вот такой сам дворец. Интересно, можно ли здесь летать на квадрокоптере? Я думаю, что, конечно же, нет. Но хотя бы так посмотрим на него. Такие кипарисы здесь пышные растут. Обожаю кипарисы, друзья. Просто шикарно. Там, к сожалению, играет какая-то музыка. Хоть бы нам YouTube не заблокировал ролик. Вот он сам санаторий Утес написано. Ага, друзья, здесь, походу, центральный вход с этой стороны. Но территория, конечно, здесь просто шикарная. Все выложено плиточкой. Здесь много кипарисов. Конечно, друзья, музыка нам немножко помешала поснимать. Сами понимаете, авторские права на ютубе. Но природа здесь прям такая шикарная. Такое уютное местечко. Мне очень понравилось. Вы смотрите, такие цветочки. Не всю зиму у нас цветут в Крыму.
Кто знает, что это, отпишитесь в комментариях. Тут еще какой-то храм находится, какая-то церковь. Сейчас подойдем к ней. Она прям, друзья, на скале находится. Внизу вон там уже у нас море. Какой-то причал у них тут свой собственный есть. Но мы подойдем к церкви поближе. Вот она. Ну тоже, видите, друзья, все в кипарисах. Здесь так красиво. Здесь, к сожалению, какие-то работы у нас идут строительные. На территорию мы не сможем попасть на крепость. На церковь. Но хоть со стороны на нее посмотрим. А где вход в нее, так и не понял. Все ограждено. А, вот вход, ну да, друзья, реконструкция какая-то идет. Уважаемые отдыхающие, идут ремонтные работы. Ну ничего, мы вернемся, когда они закончатся. Такую нашу шикарную аллею. Просто иду и наслаждаюсь здесь природой. Шумом моря, друзья. Здесь слышен шум моря. Сейчас мы, походу, выйдем на какой-то мыс и посмотрим вид на море от него. Ну, здесь у нас какая-то кафешка, то ли ресторанчик есть. Тоже очень уютная. Такие скамеечки должны быть с видом на море. Да, вон море там проглядывается сквозь кусты кипарисов и можжевельников. Ну что, я доволен, что попал на эту территорию. Не знаю только, стоит ли это 300 рублей, как вы думаете. Но мне понравилось. Не зря я сюда приехал сегодня. Подснял для вас такой интересный видеоролик. Побывал впервые в этом месте. И вы вместе со мной. Так, здесь какой-то у нас забор. И здесь что-то заканчивается. На территории памятника природы мыс Плака запрещается. Ага, друзья, мы выходим на мыс Плака. Это памятник природы. И я чувствую, что отсюда откроется просто потрясающий вид на море. Вы готовы? Кстати, мы сейчас отсюда попробуем запустить квадрокоптер. Надеюсь, его не собьют. Да, друзья, смотровая просто фантастическая. Только ради этой смотровой стоит сюда идти. Посмотрите на гору Аюда, гора-медведь. Скоро ее покорим, когда там будут подснежники. Потому что хочу для вас заснять цветение подснежников на Аюдаге. Пока они еще там не расцвели, но неделька-две и... Точнее, неделька, и они там будут. Внизу очень много кактусов высажено, посмотрите. Либо это дикие кактусы, либо их сажали, но их очень много. Посмотрите на цвет моря. Солнышка нет, но море все равно такое прекрасное. Просто хочется с разгону разбежаться и полететь над морем. Так, давайте дойдем до самого края, до скалы. Смотрите, вон там находится гора Айпет, я так подозреваю. И там у нас тучи. Ну, друзья, красота просто потрясающая. Посмотрите на гору Медведь. Ракурс отсюда просто идеальный. Как только на нее подняться, я не знаю, где проходит тропинка, потому что там все в пансионатах, и пройти там невозможно. Двери везде закрыты на тропинке на нашей. Придется обходить со стороны Гурзуфа, я так подозреваю, и где-то там уже подниматься на гору Медведь. И, друзья, сейчас зайдем на вот этот мыс, на каменную скалу, посмотрим вид на Партенит. Это у нас уже Партенит, набережная здесь. По ней мы недавно с вами, кстати, гуляли. Давайте чуть ускоримся. Блин, ну, конечно, очень здесь красиво. Я не жалею, что попал сюда, потому что оно того стоит. Так, там, да-дам. Ух ты, смотрите, как красиво, ребята. Вот такой контентик, такая смотровая площадка, фантастическая, смотрите. Вот здесь старая часть набережной, а вон там уже идет новенькая набережная, которую гостиница для себя строит. Ну, конечно, я первый раз в этом месте и могу сказать, что мне здесь понравилось. Такая природа, такие виды с этой смотровой площадки аж захватывает у меня дух. Смотрите. У-ху! Гора Медведь. Выглядит невероятно. Жаль, что солнышка нет. На закате, наверное, было вообще просто шикарно. Ну, кто прыгнет здесь в море, ребятки? Смотрите, какие кактусы. Они необычные, они какие-то большие, такие крупные. Прямо на скале растут. Но видно, что их тут не сажали, они сами повырастали. Дикие кактусы.
И море, гора, медведь. Посмотрите, как здесь шикарно. Какая прекрасная природа в Крыму. Просто люблю Крым, не могу. Ставь лайк, если ты любишь Крым. Вот так, друзья. Там какие-то вышки стоят. Сейчас рискнем запустить квадрокоптер. Надеюсь, он никуда у нас не улетит. Хочу вон дом Гагариной. Крыша его. Возле него попробуем пролететь. Хотя, друзья, наверное, не будем запускать. Потому что видите, что там находится? Там на вершине горы что-то очень уж необычное. Похоже на какой-то локатор, который перехватит наш квадрокоптер. А нам это зачем надо? Потому что я знаю, что вот, допустим, над Массандровским дворцом там бесполетная зона. Даже знаки стоят, что на квадрокоптере полет запрещен. Я думаю, скорее всего, здесь тоже сделали такую зону, чтобы не летали люди на квадрокоптерах. Поэтому вряд ли, наверное, мы сможем запустить его. К сожалению. В самом начале 19 века в этом месте первый таврический губернатор Андрей Михайлович Бороздин построил небольшой, но уютный господский дом, а в 1813 году разбил вокруг него роскошный ландшафтный парк. Спустя несколько лет дом этот губернатор полностью перестроив, превратив в четырехэтажный дворец, возведенный в стиле ампир с нотками мавританского зодчества. После смерти Бороздина в 1838 году имение вместе с огромными долгами перешло его старшей дочери Марии, но занимался им ее муж Александр Иванович Гагарин, адъютант губернатора графа Воронцова. Дворец княгини Гагариной расположен в юго-восточной части полуострова. Он находится в 15 километрах к юго-западу от Алушты в курортном поселке Утес. В 1845 году Гагарин по долгу службы отправился на Кавказ. Здесь он встретил свою истинную любовь Таса Анастасию Арбеляни, ответившую ему взаимностью. Овдовевший в 1848 году князь женился на ней, а в 1054 году он с упоением рассказывал своей молодой жене о крымском имении и о своих планах построить в нем сказочный дворец, где они прожили бы долгую счастливую жизнь. Но этому не суждено было сбыться. В 1857 году Александр Иванович занял должность кутаисского генерал-губернатора, а спустя несколько месяцев был смертельно ранен сванским князем Константином Дедешкилиани. Тяжело перенесшая гибель супруга Анастасия Давыдовна уже через несколько дней после его смерти уехала в Крым, где поселилась в имении князя Кучук-Ламбаты. В достаточно преклонном возрасте в 1902 году она в память о горячо любимом муже начала постройку дворца, о котором он так мечтал. Руководил строительством, пожалуй, самый известный и признанный архитектор того времени Николай Петрович Краснов, использовавший в своей работе лучшие стройматериалы, завезенные из Германии, Франции и Италии. В поселке Утес дворец княгини Гагариной был возведен в рекордно короткие сроки и закончен в 1907 году. Однако в том же году скончалась и княгиня. После гражданской войны и установления в Крыму советской власти имение Гагариной было национализировано и превращено в санаторий Утес, коим остается и сегодня. Во время крымского землетрясения в 1927 году дворец Гагариной сильно пострадал, но был полностью восстановлен уже в 1928 году и с тех пор подвергался лишь частичной реконструкции, полностью сохранив первозданные черты. Если не говорить о санатории, о самом сооружении, то это просто чудо. Его прекрасный непревзойденный романский архитектурный стиль делают похожим дворец княгини Гагариной в Утесе на французские и германские замки середины 16 столетия. Даже люди, далекие от знания архитектуры, отмечают его согласованность в малейших деталях. Все элементы продолжают и дополняют друг друга, словно в едином порыве. И действительно, в этом плане строение просто идеально и совершенно, повторяя общий замысел буквально во всем. В симметричности форм, цветовой гамме облицовочной плитки и кровельной черепицы, в декоративной отделке. Декору уделено очень много внимания, все основательно продумано и предусмотрено до мелочей, благодаря чему здание просто поражает гармоничностью и изысканным вкусом. Матовый цвет керамической итальянской плитки и ярко-оранжевой германской черепицы, перекликаясь между собой, удивительным образом сочетаются с голубовато-серой рустовкой углов.
Ну что, друзья, даже немного удалось полетать на квадрокоптере. Уже темнеет, я не знаю, какая там получилась картинка, вы уж простите, если там совсем все будет плохо. Обязательно сюда вернемся в солнечную погодку, скорее всего весной уже, ближе к лету. И здесь поснимаем всю эту природу, полетаем хорошо на коптере, возможно даже искупаемся в море. Ну а сегодня уже будем заканчивать. Мне еще отсюда выбираться домой. Я своим ходом приехал на общественном транспорте. Сейчас мне нужно добраться до трассы Ялта-Симферополь. А это очень-очень далеко, но уже будет темно. Часов 7, пока я дойду до трассы, часов 7-8 будет. И там уже на попутках, либо на автобусе, если он еще будет ходить, добраться до Симферополя, потом в Судак. Вот такие у меня путешествия, чтобы вы понимали, друзья, по Крыму. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Поддержите его своим большим пальцем вверх. Напишите свой комментарий. Приглашайте, друзья, друзей своих, родственников, знакомых, детей на канал, родителей тоже, чтобы вместе смотреть Крым веселее. Также прошу поделиться этим видеороликом в своих социальных сетях. Это очень помогает в продвижении канала. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. И уже завтра мы с вами встретимся в новом видеоролике. Всем пока!